Всем привет! Сегодня у нас невероятно красивая, волшебная тема работы с листовой поталью. И мы вместе с вами разберемся, как превратить самую обычную деревяшку в нечто по-настоящему сияющее и роскошное. Первое, что хочется сказать, главное не бояться. Да, это выглядит все очень богато, может быть даже сложно, но на самом деле техника эта абсолютно доступна даже новичкам. Главное знать пару-тройку секретов, и сегодня мы их с вами, конечно же, раскроем. Любой проект начинается с подготовки. Давайте посмотрим, что нам нужно для того, чтобы все прошло гладко и с удовольствием. Итак, вот наш список покупок. В центре всего сама поталь. Чтобы ее приклеить, мы возьмем специальный клей на водной основе. Его еще называют молочко. Он лучше всего подходит нам, потому что долго не сохнет и дает право на ошибку. Дальше потребуются кисти. Нужна обычная синтетическая плоская кисть для клея, какая-нибудь очень мягкая кисточка для разглаживания потали и специальная веерная кисть для того, чтобы переносить хрупкие листочки потали. Для подготовки поверхности потребуется стандартный набор: акриловый грунт и краска. И самый важный пункт: для защиты потали мы используем только щелочной лак или любой другой на спиртовой основе. Никогда нельзя покрывать поталь водным лаком напрямую, она просто-напросто окислится. Ну и для красоты, для эффекта старины можно взять битум. И само собой такие мелочи, как наждачка и перчатки. Материалы готовы, теперь переходим к основному. Идеальный блеск и долговечность нашего золочения процентов на 90 зависит от того, как мы подготовим поверхность. Этот этап ни в коем случае нельзя пропускать или делать на скорую руку. Поталь, она как зеркало, она подчеркнет абсолютно любую царапинку, любой изъян. Весь процесс на самом деле очень простой и состоит из 3 стадий. Первая: шлифуем наждачкой, нам нужна идеально гладкая поверхность. Вторая: наносим акриловый грунт, он закроет все поры дерева. Зачем это нужно? Это нужно, чтобы клей потом не впитался в древесину, иначе поталь просто не приклеится. Затем наносим слой краски. Он создаст ровную, однородную базу для нашего будущего золота. А маленькая хитрость профессионалов: цвет подложки, то есть краски, очень сильно влияет на то, как будет выглядеть золото в итоге. Классические мастера-позолотчики не просто так использовали под золото красные или охристые тона. Это придает металлу такую теплую, глубокую нотку и делает его визуально богаче. Ну и плюс, если вдруг где-то останутся микроскопические зазоры между листочками потали, на таком фоне они будут совершенно незаметны. Теперь мы подходим к самому ответственному этапу для начинающих. Правильно нанести клей и, что еще важнее, выдержать его нужное время. В этом залог успеха. Спешка здесь главный враг. Вообще клеи для потали бывают разные. Масляные, спиртовые. Но для нашего старта лучший, просто идеальный выбор – это клей на водной основе. Почему? Потому что у него очень долгое так называемое рабочее окно. То есть он остается липким несколько часов, и можно работать спокойно, без спешки. Он легко наносится и, пока не высох, смывается обычной водой. В общем, все остальное оставим пока для профессионалов. Итак, ключевое понятие, которое нам надо запомнить раз и навсегда – это отлип. Это то самое волшебное состояние клея, когда он уже не жидкий, не мокрый, но еще очень-очень липкий. Если приклеить поталь слишком рано на мокрый клей, она в нем просто утонет и сморщится, и потеряет весь блеск. А если слишком поздно, то она просто не приклеится. И вот сейчас посмотрите, как это выглядит наглядно. Сразу после нанесения наш водный клей молочно-белый. Вы видите слева. Это для нас сигнал стоп. То есть сейчас клеить еще нельзя. Нам нужно дождаться момента, когда он станет абсолютно прозрачный, как справа выглядит. Вот как только белый цвет исчез, но если слегка коснуться поверхности пальцем, то чувствуется липкость. То вот это тот самый идеальный момент настал. Время ожидания, пока клей высохнет, 15-20 минут, но это время может сильно меняться. Все зависит от толщины слоя клея, от влажности и от температуры в комнате. Поэтому ориентируемся мы не на часы, а только на внешний вид клея, на его прозрачность. Что же, когда подготовительные этапы позади, начинается самое интересное и красивое. Это настоящая магия золочения. Сейчас мы будем превращать нашу заготовку в сокровище. Листы потали, они же невероятно тонкие, просто невесомые. Они рвутся от одного неловкого движения и разлетаются от малейшего сквозняка. Как же с ними вообще совладать? И тут есть несколько хитростей.
Первое. Закрываем все окна и двери. Никакого сквозняка. Второе и самое-самое главное. Никогда не трогаем поталь голыми руками. Жир с пальцев моментально вызывает окисление, и на золоте появятся темные пятна, поэтому работать надо только в хлопковых перчатках. Переносим листы той самой кистью лампензель. Ее можно слегка наэлектризовать, проведя по волосам, и она примагнитит листик. И последнее. Всегда кладем листы с небольшим нахлестом друг на друга. Сама техника немного отличается для разных поверхностей. Если поверхность ровная, плоская, мы просто кладем лист и аккуратно разглаживаем его от центра к краям мягкой кисточкой. А вот если у нас какой-то рельефный узор, действуем иначе. Прикладываем лист и начинаем его как бы притаптывать кистью, вбивая металл во все углубления и трещинки. Никаких скользящих движений не делаем, только аккуратные нажатия. И главное помнить про нахлест. Буквально 2-3 мм один лист заходит на другой, и это гарантия того, что у нас не будет никаких просветов, и вся поверхность будет выглядеть как единый слиток металла. Когда все будет отполировано, эти стыки станут совершенно невидимыми. И вот сейчас, когда работа почти закончена, осталось совсем немного исправить мелкие недочеты, которые появляются, если вдруг они появились, и надежно защитить позолоту. И если захочется, придать ей такой благородный налет времени. Если после того, как мы смели излишки потали, обнажились какие-то маленькие пропуски или разрывы, это не страшно, это абсолютно нормально. Процесс исправления этих мест называется фликовка. Это не ошибка, это просто штатная работа. Делается это элементарно. Берем тонкую кисточку, ставим капельку клея на нашу проплешину, снова ждем состояния отлипа и прикладываем маленький кусочек обрезок потали. Прижимаем, а когда все высохнет, располировываем это место ватным диском вместе со всей остальной поверхностью. Вот теперь позолота лежит идеально, руки так и тянутся скорее покрыть все это лаком, чтобы закрепить результат. Но когда именно это можно делать? Спешка здесь может испортить абсолютно все. Перед тем, как лакировать, нужно дать клею под поталью полностью высохнуть. Это может занять от 3 часов до суток. Так что лучше всего просто оставить работу в покое на ночь. А для защиты, как мы уже говорили, используем только лак на спиртовой основе. Например, шеллак. Он создаст надежный барьер. Если покрыть поталь обычным водным акриловым лаком, она потемнеет и может даже позеленеть. Это потому, что сплав меди и цинка, из которого делают поталь, вступит в реакцию с водой из лака. А если хочется добавить работе немного винтажного шарма, нет ничего проще. Берем жидкий битум, наносим его тряпочкой на нашу позолоту, хорошенько втирая во все углубления и рельеф. И тут же, не давая ему высохнуть, чистой тряпочкой стираем излишки с выступающих выпуклых частей. В итоге битум останется только в углублениях. Он эффектно подчеркнет рельеф и приглушит слишком яркий блеск золота. Ну вот и все. Теперь секреты у нас в руках. Техника, которая со стороны казалась такой сложной, на деле оказалась набором очень простых и логичных шагов. Шкатулка, рамочка для фото, может какой-нибудь элемент мебели, пора начинать творить.